Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой ажурный узор в виде вертикальных дорожек и полулисточков, которые расположены в шахматном порядке. Узор идеально подойдет для летних и демисезонных вещей. Красиво будет выглядеть в кофточках, кардиганах, топах и платьях, сарафанах. Также будет очень интересно выглядеть в шале. С этим узором можно связать детский пледик, возможно, не только детский, но самое прекрасное в этом узоре то, что он очень простой в исполнении. Выглядит его лицевая сторона вот таким образом. Если вязать от горловины, рисунок будет вот смотреться таким образом. Его изнаночная сторона выглядит вот так. Стандартная, ровная, приятная к телу. Пряжу для вязания этого узора можно использовать разной толщины, от средней до самой тоненькой ниточки. Также, если это будет плед или одеялка, то можно брать акриловую пряжу достаточно толстую, к примеру, 120 метров в 100 граммах, тоже будет очень хорошо смотреться. По спицам я бы рекомендовала для этого узора выбирать спицы под пряжу, которую рекомендует производитель данной ниточки. Давайте рассмотрим схему. Как вы видите, здесь используются самые простые приемы, такие как убавление петель 3 вместе с наклоном влево и вправо простым способом, накиды, лицевые, изнаночные петли и платочный узор. Раппорт данного узора составляет 24 петли в ширину и 32 ряда в высоту. Для образца я буду провязывать здесь один раппорт узора. Я набрала 28 петель, 24 это узор, 2 петли симметрии и 2 кромочные. Если же вы вяжете изделие, я бы рекомендовала вам набирать 12 петель симметрии. Но узор настолько прост, я не вижу смысла затягивать видео и повторять дважды один и тот же элемент вязания, поэтому буду провязывать только вот эту часть. Первый ряд кромочная, 2 изнаночные, платочный узор я провязываю в лицевом ряду изнаночные и в четных рядах также изнаночные петли. Мне так проще. Вы провязываете так, как проще и удобнее вам. Значения это не будет никакого иметь. Далее накид, 1 лицевая, накид, 3 петли вместе лицевой с наклоном влево. При наклоне влево на меня должны смотреть вторые дужки петельки. У меня расположены они правильно, поэтому расположение я не меняю, а провязываю все 3 одной лицевой. Вот таким образом. Далее 6 лицевых петель. 2, 3, 4, 5, 6. 2 платочные и 10 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Я провязала раппорт узора. Вы вяжете то количество раппортов, которое нужно для вашего изделия. Ряд я буду заканчивать 2 петлями платочного узора и кромочной петлей. Все четные ряды
вяжутся изнаночной петлей. Если платочный узор, вы вяжете так, как я, изнаночными петлями. По кругу, соответственно, все петли лицевые. И четные ряды в видео я буду пропускать. Третий ряд. Кромочная, 2 платочные петли, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые петли, 2 платочные и 10 лицевых петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной петлей. Пятый ряд. Кромочная, 2 платочные петли, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 2 платочные и 10 лицевых петель. Я закончила провязывать раппорт узора, ряд заканчиваю 2 петлями симметрии платочной узором и кромочной петлей. Седьмой ряд. Кромочная, 2 платочные петли, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Вот таким простым способом я их провязываю. 2 платочные и 10 лицевых петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Я провязала конец до конца раппорта. Вы вяжете то количество, которое вам нужно. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочная. Я провязала 8 рядов данного узора. Вот так он выглядит на данном этапе. Далее идет 9 ряд. Кромочная, 2 платочные, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Для наклона вправо первая дужка смотреть должна на меня, поэтому я меняю расположение петель, возвращаю их на левую спицу и вот таким образом провязываю их одной лицевой. Вот так. Далее идет накид, лицевая, накид, 2 платочные петли и 10 лицевых. Здесь в узоре чередуется 1 квадратик полулисточков и 1 квадратик лицевой глади. Я провязала раппорт узора, ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочная петля. 11 ряд. Кромочная, 2 платочные петли, 4 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю расположение петель, вы смотрите по своему способу вязания. Главное, чтобы не было скрещенных. И провязала как 3 вместе. Далее 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. 2 платочные и второй квадрат, 10 лицевых петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Я провязала раппорт узора.
ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной. 13 ряд, кромочная, 2 платочные, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, вот таким образом, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 платочные петельки и 10 лицевых. 6, 7, 8, 9, где-то сбилась, вот это 10-я петля. Я провязала раппорт узора, ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной. 15 ряд, кромочная, 2 платочные, 1, 2, далее 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Сбиться, когда провязывать 3 лицевые, невозможно, потому что вот идет четкая линия, 2 петли до нее не довязывая, это значит 3 вместе. Точно так же накиды. Вот идет центральная лицевая петелька, и вокруг нее идут накиды. Точно так же и в первой половине раппорта. Вот центральная петелька, вокруг нее накиды. Здесь идет сразу вот эта петля с убавлениями, и после нее 2 петли мы еще захватываем. Поэтому я и сказала в самом начале, что узор очень простой, справится даже начинающий мастер. Я поменяла расположение петель и провязываю вот таким образом их 3 вместе одной лицевой. Далее идет 3 лицевые, накид, лицевая, накид и еще 3 лицевые. Далее 2 платочные петли и 10 лицевых петель второго квадрата. Если не собьюсь, то это 6-я, 7-я, 8-я, 9-я и 10-я. Я довязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной. Я провязала 16 рядов узора. Вот как он выглядит на данном этапе. Эти полулисточки. Вторая половина раппорта в высоту вяжется точно так же, только на втором квадрате. Итак, 17 ряд, кромочная, 2 платочные, 10 лицевых петель, по-видимому 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 платочные, накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Вот таким образом. 6 лицевых петель. И это будет конец раппорта данного узора. Ряд заканчиваю платочными 2 петельками и кромочной. 19 ряд, кромочная, 2 платочные, 10 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 платочные, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевые петли заканчивают раппорт узора. Ряд же заканчиваю петлями симметрии и кромочной. 21 ряд, кромочная, 2 платочные,
10 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Далее 2 платочные, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые. И вот у меня видно эта косичка трехместе. Это будет первая петля из трех, которые я провязываю вместе одной лицевой с наклоном влево. 2 лицевые. Я провязала раппорт узора. Петли симметрии и кромочная. 23 ряд. Кромочная, 2 платочные, 10 лицевых петель, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 платочные, 3 лицевые, 2, 3, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной. 25 ряд. Кромочная, 2 платочные, 10 лицевых петель, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 платочные, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю расположение дужек, вы смотрите по своему вязанию. И провязываю одной лицевой петелькой. Дальше накид, 1 лицевая, накид. Я закончила провязывать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной. 27 ряд. Кромочная, 2 платочные, 10 лицевых петель, 6, 7, 8, 9, 10. 2 платочные, 4 лицевые, 3, 4, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот таким образом их провязываю одной петелькой. Далее лицевая, накид, лицевая, накид и еще 1 лицевая. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии. Если вы вяжете по кругу, то петель симметрии, естественно, у вас нет. 29 ряд. Кромочная, 2 платочные, 10 лицевых петель, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 платочные, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я провязываю их вот таким простым способом. Далее 2 лицевые, накид, лицевая, накид и 2 лицевые. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю 2 платочными петлями и кромочной. 31 последний лицевой ряд данного узора. Кромочная, 2 платочные, 10 лицевых петель, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 платочные, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот так. 3 лицевые,
накид, 1 лицевая, накид и еще 3 лицевые петельки. Я закончила вязать раппорт узора. Далее провязываю петли симметрии и кромочную. Вот мы провязали с вами один квадратик этого узора. Эта ниточка потолще. Вот так это выглядит, только на спице не помещается. Вот так это выглядит. Та же вот легкая вертикальная волна. Все то же самое. Ну, естественно, чем тоньше ниточка, тем ажур более изящным получается. Надеюсь, узор вам понравился, и вы с ним свяжете много красивых изделий. Спасибо, что проводите это время со мной. Всем легких петелек и красивых изделий. До встречи на канале!